Здравствуйте, в этом видео расскажу про свой микросервис по оценке конкурентности поисковых запросов на основе показателей Яндекс.X. Меня зовут Алексей Солток, я SEO-специалист и Санкт-Петербурга. Данный сервис встроен как внутренний поиск, так и сделан в виде отдельного микросервиса. Он позволяет по отдельной поисковой фразе найти определить показатель Яндекс.X минимальный, средний, максимальный, а также дельту найти по топ-3 по запросу в определенном регионе. Встроенный, который в поиск, он позволяет также найти другие релевантные запросы с помощью встроенного кластеризатора на основе топ-3. Также позволяет определить наиболее встречаемые урлы по топ-3. То есть на основе этого списка урлов вы можете определить тип страницы, необходимые текстовые элементы, блоковые элементы и так далее. Сам микросервис отдельно выглядит вот таким образом. То есть я встроил в массовую проверку позиций дополнительную проверку по Яндекс.X. То есть можно выбрать регион. Данный сервис пока позволяет только Яндекс собирать позиции Яндекс. Выбивать проверяемый адрес сайта, то есть наиболее то есть ваш сайт, либо какой-то сайт главного конкурента, если у вас своего нет сайта, или он не продвинут. Вбивайте там ключ, либо там баланс можно пополнить. Там список ключей, нажимайте проверить. Вам выдает, получается, регион, система поисковая, какая позиция, если есть, URL, который с вашего проверяемым сайтом, дата проверки, даже кто есть в топ-1. То есть не каждый сервис по проверке позиции предоставляет информацию, кто в топе. Получается, среднее значение Яндекс.X, минимальное значение Яндекс.X, максимальное и дельта. Все это можно, получается, скачать в виде Excel и работать дальше как с обычной Excel. Расскажу детально про среднее значение Яндекс.X. Среднее значение это получается между минимальным и максимальным в топ-3 по запросу. Сам показатель Яндекс.X, он является хостовым. Но получается, что все равно мы понимаем, что если какой-то сайт конкурента, там агрегатор, либо там Озон, Валберс, у них огромный Яндекс.X, там больше 10 тысяч обычно. И сконкурировать с такими сайтами можно только аналогичным сайтом. То есть, если у вас тоже агрегатор с большим трафиком, с большим показателем Яндекс.X, то вы можете тягаться по таким запросам. То есть, наша цель найти те запросы, где в топ-3 минимальное там, или среднее значение Яндекс.X примерно там равное нашему с Яндекс.X нашего сайта, либо там от нуля и выше. То есть где минимальное значение Яндекс.X 10, там 20, то есть такие запросы можно в принципе легко продвинуть, даже если это высокочастотные. То есть там поведенческие факторы, как сами по себе, особо не влияют, там скорее всего больше текстовые факторы. Вот. Плюс, то есть если где-то минимальное значение 8000, там и так далее. То есть, например, у вас там сайт всего лишь 100x. То есть вы по такому запросу не продвинетесь в топ-3. Ну, может, топ-10 получится вам продвинуться, но, скорее всего, вам надо либо будет, то есть и текстовые факторы, и другие факторы учитывать, но также поведенческие. То есть брендовая составляющая у вас должна быть. То есть вы можете здесь непосредственно работать с этими данными, минимальное, максимальное. То есть максимальное значение тоже нужно учитывать. То есть если дельта большая между минимальным и максимальным, то, скорее всего, фактор, то есть Яндекс X как фактор, то здесь несущественный. Если разница небольшая, и там начинается, то есть минимальный X там 1000, там еще больше, то есть, ну вот, к примеру, то есть, да, 8000, и здесь разница уже меньше дельта. То есть здесь, скорее всего, поведенческие факторы, то есть
трафик, траст этого сайта наиболее важен по этому запросу, чем по другим запросам. Вот, то есть с помощью данного метода можно определять, какие запросы вам в первую очередь продвигать, какие нет. То есть вы даже можете в рамках одного кластера запросов найти эти запросы, которые с большей вероятностью быстрее всего продвинутся, быстрее выйдут в топ. То есть еще также у меня сделано в виде отдельного поисковика. То есть можно бить запрос. Yes. Какой-нибудь просто SEO, да. Мы вбиваем запрос. И здесь подгружаются все запросы, связанные по серпу с этим запросом. То есть и тут берется URL, лидирующий URL по этому запросу. Смотрится, какие запросы еще вот есть в позиции лидирующего URL, какие, то есть топ-10. То есть были наиболее близкие запросы в самом верху, наиболее там. Также мы видим, что в рамках одного кластера, то есть есть запросы, которые проще продвинуть, чем другие. То есть тут, скорее всего, в Википедии там что-то еще присутствует. Можно перейти в Яндекс.Google, сразу посмотреть выдачу по этому запросу. То есть тут все данные видны. Даже теперь вот видны топ-3 лидеров по этим всему этому спектру запросов связанному. То есть мы видим, что вот этот документ имеет 110 в топ-3 именно из 110 запросов из 129. То есть наиболее релевантный документ. То есть можно перейти, здесь ссылочка есть. Также тут ниже есть связанные с вхождением. То есть мы находим все запросы, которые есть в базе, с этим вхождением. Даже можно найти вон с нулевым X, то есть с минимальной конкуренцией. То есть такие запросы проще всего продвигать, то есть там уже идет текстовый фактор и так далее. Все это дело можно выгружать в Excel. Тут в конце каждой таблички есть, можно скачать. Все это отдельно листинг урлов в топ-3. То есть именно вот наиболее встречаемые урлы по всем этим запросам в топ-3. Тут можно опять же сортировать. То есть вот такой вот микросервис, разработанный мной. То есть сам алгоритм определения по Яндекс.X, также я вот встречал, например, у Ашманова партнера, там у них идет подсчет там оценки по топ-3, по топ-5, по топ-50, то есть вот этого минимального среднего значения Яндекс.X. То есть, в принципе, это тоже как-то надо учитывать, как поведенческий фактор, может даже быть. То есть, это хоть и считается хостом, да, но все равно надо как бы ориентироваться на эти, в том числе, показатели. То есть это можно все это выгрузить, например, все эти показатели, и загрузить в тот же key-коллектор, то есть в виде отдельных полей, и там производить подсчеты, сортировки, определять, как-то приоритизировать. Все это можно вот с помощью данного микросервиса. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, я в YouTube, в телеграм-канале веду записи. Всем до свидания.